Для дальнейшей проверки двигателя нам понадобится мультиметр. Мы его поставим в режим прозвонки. Электрики знают, как этот режим прозвоночки. Проверяем. Получается, на этом мультиметре надо еще выбрать кнопочку его. Вот это режим прозвонки идет. Также нам понадобится перемычка. Перемычку я изготовил из двух проводов, чтобы их не портить, я их соединил. И также понадобится провод для подключения электросети. Также на конце я сделал фишечки. Сейчас будем проверять. Сразу начнем, как я говорил, с датчика холла. Датчик холла на данном насосе идет два красных провода, как вы видите. Соответственно, на плате мы их находим, а именно они идут вот. Ставим мультиметр щупа сюда и просто сделаем прокручивание. Так, что-то у нас не так пошло. Вот. Делаем прокручивание двигателя. Если идет сигнал на мультиметр, соответственно, датчик холла у нас исправен, так как он подает через себя сигнал. Еще разок я вам продемонстрирую, как это выглядит. При вращении, видите, идет постоянный сигнал. Это хорошо. Теперь у нас есть два провода. Выходит один серый выходит и другой выходит синий провод. Это на щетке. Также идет зеленый и коричневый провод идут на обмотку, и два черных идут на термореле. Что нам надо сделать? Мы берем, подносим к серому проводу на щеточку. Так. Как нам лучше это сделать? Чуть-чуть неудобно, когда снимаешь и пытаешься что-то показать. Мы делаем также серый провод, и зеленый у нас идет на обмотку. Мы берем щетку, проверяем, соответственно, идет ли где-то короткое замыкание. Как видим, мультиметр молчит, значит, здесь все в порядке. Также спускаемся на два других провода. Проверяем, все в порядке. Мультиметр молчит. Также для того, чтобы убедиться, что обмотка у нас целая, я оставляю в коричневом проводе. Беру, допустим, на корпус. Мультиметр также, соответственно, молчит. Беру теперь на сам якорь. У нас тишина. Переставляем на зеленый провод. Проверяю также на корпус. Тишина. На якорь. Также у нас тишина. Соответственно, у нас получается электродвигатель не пробит. Видите, как бы звенит. Если бы было бы пробито, пошло бы, даже вот дотрагиваясь. Якорь не бьет. Сейчас якорь получается отдельно. Но якорь как раз вот идет вот этот зеленый провод. Видите, не пробито. Тишина. Это хорошо. Видите, а между собой щетки звонятся. То есть, ну, они, соответственно, здесь на якоре соединяются, поэтому идет прозвонка. Также вот, допустим, берем якорь, щетку, уже не звонится. А якорь не звонится. Ну, это так и должно быть. Так, ну что, сам процесс проверки двигателя. Мультиметр теперь он нам не нужен, мы его выключаем и убираем в стороночку. Теперь поясняю, нам нужна вот эта перемычка. Для чего? Мы берем, перемыкаем, так как у нас
серый и синий провод идет на щетке. Мы любой из них, это по счету получается синий третий идет, подключая, соответственно, к третьему разъему. Потом мы смотрим, у нас идет коричневый и зеленый, это идет обмотка. Соответственно, мы любой из них перемыкаем вместе с щеткой. Вот я подключил и перемкнул между собой. Это я делаю для того, чтобы определить, рабочий ли у меня двигатель или нет. Дальше мы берем провод, который идет к сети. Я использую с таким вот включателем, чтобы не закоротить, потому что с вилки дольше будешь выключать, если, не дай бог, что-то пойдет. И также подсоединяем, получается, у нас идет вот серенький провод. Это у нас второй слот. Я подключаю к щетке. И коричневый провод, это у нас идет четвертый слот. Я подключаю к обмотке. То есть получается, одну щетку, обмотку мы между собой соединяем. Другие же мы подключаем к проводу. Провод, я еще раз повторяюсь, я использую. Это получается бывший светильничек с включателем. Удобная штука. Все, сейчас подключаю в розетку. Не знаю, будет видно. К сожалению, включатель не видно. Сейчас попробую повернуть аккуратно. И вот включатель. Включаем. Как мы могли убедиться, электродвигатель у нас рабочий. Также прозванивали датчик холла. Мы также убедились, что он у нас рабочий. Сейчас опять же ставлю в режим прозвонки мультиметр. Подключаюсь также к электродвигателю. Мультиметр у нас пищал, ну, конечно, больше было слышно двигатель. Ну что, вот двигатель мы теперь с вами проверили. Я как бы делаю вердикт того, что, скорее всего, здесь полетели щетки. По щеточкам я вам сейчас покажу. Опять же, не забываем выключать с розетки, чтобы вас не ударили электрическим током. Отключаем все уже наши провода, нам это уже не надо. Мы поняли, что электродвигатель у нас исправен. Получается, данные провода, показываю еще раз, серый на моем электродвигателе, он идет на щетке, вы очень это легко определите, посмотрев. И синий он идет также на щетку. Соответственно, зеленый и коричневый провод, если вы будете заглядывать с фонариком внутрь, вы также увидите, что он идет на обмотку. Два красных это идет на датчик холла, который мы прозванивали. И два черных это термореле. Я прихожу к мнению, что, скорее всего, мне здесь необходимо менять щетки. Данные щетки очень легко снимаются. Снимаем сразу клеймом и откручиваем два вот этих винта. Так, я так аккуратненько положу, потому что чуть-чуть неудобно будет откручивать на весу. Вот второй откручиваю винт, сейчас вам покажу щетку. Да, как я и подумал, щеточка закончилась. Соответственно, через 220 напрямую подается электричество больше, и электродвигателю, ну, хватает как бы вращать. А через само, получается,
пульт управления стиральной машины идет более-менее меньший ток подачи и, соответственно, не хватает для вращения. Данные щеточки идут вот в таком пластиковом корпусе, как вы видите, я вам показываю, что его можно разобрать, достать щетку, здесь отпаять, припаять новую. Стоимость, где купить щетки, я вам скину под видео. Ну, для себя я купил щетки без необходимости пайки, то есть уже в таком же корпусе. Сейчас я почищу от нагара после щеточек, как его правильно называть, с головы вылетело, наверное, ротор правильно называется. Покажу также, как я чищу. Вот откручу во вторую щеточку, что-то тяжело крутится. Также вторую открутил щеточку. Также, ну, как вы видите, щетка все закончилась. Также разборно. Также вы можете перепаять, соответственно, отпаяют здесь проводочек и вставишь щетку. Ну, стоимость, я вам скажу, не намного большая, если покупать сразу и искать в корпусе. В корпусе стоимость идет щеток $8, а без корпуса отдельно, где вам еще придется паять, стоимость будет всего лишь $6. То есть ради $2 я не вижу смысла мучиться, паяться. Проще купил, поставил. Якорь я чищу следующим образом. Беру 320 и 400 наждачку, переворачиваю на бок, это я уже почистил, просто сейчас демонстрирую, и просто вращаю вращателем, сильно не прижимая, чтобы не сделать глубоких царапин. Просто аккуратненько поджимаем пальцем. Когда вычистили, для того, чтобы удалить пыль, которая может вот в этих застрять, просто продувайте как-то так. Компрессора нету, пришлось продувать так. Дальше что мы делаем? Все мы как бы проверили. Купили мы новые щеточки. Ссылочки я вам скину, где я их покупал. Как видите, разницу щетки, которая будет теперь прижиматься, работать нормально. И самый немаловажный момент, вот этот вот скос щетки. Ставьте его правильно, потому что если вы поставите так, ну, соответственно, будут царапины на якоре и будет неравномерный износ щеток. Как же нам определить постановку щеток? Примерно смотрите, где у вас идут посадочные, смотрите на положение якоря, соответственно, вы видите, что данная щеточка идет вот с этой стороны. Не знаю, видно оно на якоре, не видно. Не, плохо видно на видео. Получается, с учетом, чтобы вы поставили к вращающемуся элементу именно вот так вот. Но никак не вот так вот, потому что это будет неправильно, будет износ большой щетки, будет износ якоря. Когда вы определили, как должна стоять щеточка, вы просто ее аккуратненько поджимаем. Можно пальцем поджимать, можно воспользоваться аккуратненько отверткой. Поджали. И на корпусе вот эти, что два штифтика было, посадочные гнезда, ставите на посадочные гнезда. Потом берете винты, соответственно, вы их закручиваете. Не снял заранее. Так. Один же винтик где-то тут упавший был. Берете винт,
Садите его на свое посадочное место и аккуратненько закручиваете. Смотрите, чтобы шло по резьбе, чтобы вам не попортить резьбовое соединение. Потому что если вы попортите резьбовое соединение, соответственно, щетка может стоять чуть-чуть наперекос, стоять неправильно, что может повлиять также на износ щетки, работоспособность, сколько она у вас обслужит после того, как вы неправильно ее установите, и повлиять на износ якоря. Так, все это так неудобно делать, когда снимаешь видео, но стараемся это сделать аккуратненько. Ну все, сейчас поставлю вторую щетку, сниму дальше установку непосредственно на машинку. Надо было брать крестовую отвертку. Кстати, пользуйтесь инструментом тем, который предназначен, а не как я вот сейчас пользуюсь. Тут есть как бы положение под такую отверточку, под минусовую, и есть под плюсик. Вот, к сожалению, под плюсик поленился поискать. Ну вот, как-то так мы щетку установили на место. Подключаем назад фишку. Также следом мы поставим вторую щеточку. И уже установим непосредственно на нашу стиральную машинку. Вот такая же вторая щетка, также под вискоз. Соответственно, она занимает вот здесь место. Можно, как я делал, отверткой, чтобы поудобнее. Можно просто вот так вот поддавливаете и садите на два своих посадочных места. Так, прижал провод. Это плохо. Так. Вот так вот вы, получается, ее поддавливаете, садите на два посадочных места и точно так же просто прикручиваете. Берете винтик, прикручиваете на свое место. Также старайтесь, чтобы попало по резьбовой части, чтобы не попортить посадочное. И подключаете уже все. Вот как-то так вот. Произведена замена. Сейчас винтик просто упал. Не хочу времени занимать, потому что, скорее всего, под стол закатился. Придется с магнитом искать. Найду, закручу уже. Дальше продолжу снимать уже установку на стиральную машину.